Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Похоже, что в атмосфере всеобщей паники Япония осталась островком спокойствия. И это вселяет надежду на то, что Димаш Кудайберген все-таки сможет полететь в эту страну для участия в фестивале джаза, о котором мы вам неоднократно рассказывали. Еще один вопрос, который не дает сегодня покоя многим – состоятся ли Олимпийские игры, проведение которых мы все ждем с большим нетерпением. По последним данным, 12 марта в Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня очередных летних Олимпийских игр. А стало быть, Олимпиада пройдет она в Токио с 24 июля по 9 августа. И отменять ее пока никто не собирается. Это радует, друзья, ведь все мы надеемся увидеть и услышать на этом грандиозном мероприятии нашего любимого артиста Димаша Кудайбергена. Итак, вот что сообщают авторитетные СМИ. Несмотря на наличие медицинских проблем в Японии, в стране не наблюдается никакой паники. Вместо бесплодных тревог дисциплинированные японцы предпочитают следовать инструкциям, применяя простые, но эффективные способы для предотвращения распространения заболевания. Важный культурный фактор японской нации – это ответственность перед окружающими, свойство очень полезное в периоды эпидемий и кризисов. К заявлениям правительства и к рекомендациям своего Минздрава японцы отнеслись со всей серьезностью. Они в массе включили гигиенический режим, идущий из глубины веков. 3 его правила звучат так: полоскать горло, мыть руки и высыпаться. Эти правила из поколения в поколение передают местные бабушки и мамы. Считается, что 2 первые вполне себе гарантируют повышение устойчивости к вирусам, а последнее – психологическое здоровье и общий рост иммунитета. Выходит, что заразу 21 века можно победить соблюдением несложных профилактических мер. Правда, их соблюдение для дисциплинированных японцев может быть легче, чем для населения других стран. Ведь, к примеру, в Италии жителям городов рекомендуют вообще не выходить из дома, а в США медики находятся в полной растерянности и не знают, что делать. Там даже с диагностикой заболевания большие проблемы, и несколько часов назад Трамп уже объявил режим чрезвычайной ситуации. Япония может дать ряд примеров, полезных для изучения. Один из них – это забота компаний о своих клиентах. Еще с февраля большие моллы и магазины расставили у входа и во внутренних пространствах алкоголесодержащие спреи для рук. Также делают гостиницы и, конечно, рестораны. Вообще-то, по японским правилам, закрытое лицо обслуживающего персонала – это своего рода грубость по отношению к клиенту, поэтому без особой надобности маски не использовали никогда. Но теперь магазины вешают извинительные объявления за маски персонала. Это делается в заботе о самих клиентах. Маски носят водители такси и автобусов, персонал метро и железных дорог. Городской транспорт, особенно метро, выполняют роль важного информационного инструмента. Ежедневно в токийском, к примеру, метро пассажирам напоминают, что в нынешних условиях необходимо соблюдение этикетных норм, в первую очередь ношение масок. Это делают не только автоматические сервисы на японском, китайском и английском языках, но и машинисты поездов. Понимая общее напряжение, японцы, даже те, у кого просто сезонная аллергия, прилагают усилия, чтобы не чихать и не кашлять в общественных местах. Небольшое количество заболевших в Японии пока не оказывает заметного влияния на внутреннюю деловую жизнь страны. По всему миру компании используют режим телеконференций и работу с удаленным доступом, дабы избежать необязательных поездок и скоплений людей. В Японии, согласно рекомендациям Министерства экономики, меры по отмене касаются мероприятий с количеством участников более 100 человек. Но семинары и другие локальные мероприятия собирают обычно 50-60 человек, поэтому формального предлога для отмены мероприятий нет. Да и не хотелось бы трудоголикам-японцам останавливать свою деловую жизнь.
Однако на таких мероприятиях в настоящее время вводятся особые гигиенические меры. Так, расстановка столов для слушателей предусматривает расстояние 2 метра друг от друга, и за ними люди рассаживаются поодиночке. Кроме того, обязательно расставляются алкоголесодержащие спреи для рук, и все слушатели семинаров, как правило, используют маски. Рукопожатие никогда не было культурной традицией в Японии, но японцы всегда делали исключения для своих партнеров по бизнесу. В нынешних условиях это исключение отменено, поэтому сейчас всем рекомендуется воздержаться от рукопожатий. Вот такие новости, друзья. До фестиваля джаза, который пройдет в Токио в день рождения Димаша, осталось совсем немного времени. Будем надеяться, что к этому времени коварный недуг будет побежден, и Димаш, а также другие артисты снова начнут гастролировать с концертами по миру и радовать нас своим творчеством. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».